Так, а как удалось отбить атаку? Благодаря, в основном, я же говорю, работе артиллерии и авиации. Ну и просто, что устойчивая оборона, что бойцы все-таки не дрогнули, не покинули свои позиции. Несмотря на то, что там обстрел танками был. А сколько захватили пленных? И это действительно были российские военнослужащие? Ребята, все документы с мокрыми печатями мы передали военным. Единственное, что я забыл дальше, у меня где-то бумажка валяла. Вот упаковочные листы с той машины, вот можете посмотреть. Войсковая часть 74-268. Угу. Псковская дивизия ВДВ. Псков был. Командир 1-й ПДР, гвардии капитан Цезарь. То есть можно так сказать, что против вас воюет российская регулярная армия? Це ВДВ. Регулярно. Чиста регулярна армія Росії. І ще одне. На цій БМДшці стояли птури української армії. От накладна на це. Угу. А що це таке? Військова частина 13-19, по-моєму. І як Хто вони це? воюють? То теж будуть розбиратися, бо це теж пішло, як то кажуть, на перевірку. Как вы оцениваете, как они воюют? Ну, воюют они, как вам сказать, довольно-таки слаженно, ну, особого геройства тоже у них нету. Там, я не знаю, дневник читал, где Одесса. Какой? Что ты говоришь? Одесса. А, дневник был, да, найден. Личный дневник. Вот Контрактника. Одесса и да. И у них были книги списки вечерней проверки. Последняя вечерняя проверка проводилась 12 числа. Они были на параде в Беларуси, потом подписали все контракт. И, ну, они понимают, что они личного воюют на дневника Украине. То есть они все это прекрасно понимают. А вы общались с кем-нибудь из пленных? Что они говорят вообще? Почему они воюют? Я не общался с пленными. Но просто когда у меня на глазах расстреливают наших пленных, я не буду с ними общаться. Мне не о чем с ними общаться. Они прекрасно все понимают. Пленных действительно захватили? Была такая информация в прессе. Я имею в виду российских военнослужащих. Есть частично, там же были. Угу. Мы не захватывали конкретно российских военнослужащих пленных, не знаю, говорить ничего не буду. Но то, что они там воюют, то есть из подбитого 72-го, Т-72 документы доставали форму, все, из БМД. И то, что я видел, да, те БМД, которые ушли, были обстреляны, но больше повезло, не ушли. То есть, там даже номера не так сильно затерты, чтобы их нельзя было расставить. Все проклеймено, проштамповано с российскими печатями. На их карте мы синим обозначены. Карта-то, ну, ихняя. Российский генштаб, там все есть. Они знают, на какой прекрасной территории воюют. То есть они не скрываются особо? А? Они не скрываются, не выдают себя за ополченцев? Ну, смотрите, они, когда сбили наш блокпост, когда расстреляли военных, там воткнули флаг ВДВ свой. Российский. Был дневник, который вел один из военнослужащих, который был в экипаже БМД. Вот, он писал там, что подписали контракт, вот, потом как бы его предупредили, что как бы зная, на что ты идешь, он без раздумий подписал контракт и потом, значит, описал там кое-какие действия, то есть там как он первый день в части провел, то все, потом конкретно какая часть, какая рота, какой там дивизия, ну, Псковская там, я не помню цифры, но там именно Псковская вот эта вот дивизия. Вот. И описал, что они поедут 3 июля на парад в Белоруссию, на парад независимости, на День независимости. Нашли все. Форма, хорошее очень у них обеспечение, очень хорошее обеспечение. Как по форменной, так и по вооружению. У них все есть, даже по сухпайкам они... Егоровский шоколад. Намного превышает. Находится трофей, Егоровский шоколад, город Москва. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Удачи вам. Счастливо, ребят. Все, удачи. Удачи. Все, будьте здорові. Дякуємо за
правдиве. Щасливо. Мужикам не обнимайся.